Всем привет! Я Катя, и сегодня мы с вами будем делать шкатулку ананас. Я видела очень много фотографий подобных шкатулок на Pinterest и решила, что и мне такая шкатулка, конечно, очень нужна. Чтобы наша шкатулка получилась действительно бюджетной, сделаю ее из 2-литровой пластиковой бутылки и стакана от йогурта. Переворачиваю стакан вверх ногами и срезаю у него донышко. Теперь оклеиваю заготовки бумагой, чтобы придать пластику прочности. Бумагу можно использовать совершенно любую, офисную или газету. Я использую страницы от старой книги. Теперь одеваю крышку и пространство между крышкой и самим стаканом заполняю тесьмой и дополнительно укрепляю крышку гофрированным картоном. И продолжаю оклеивать стакан бумагой. А торцы было проще оклеить салфетками, так не получается сильных заломов. Листья и чешуйки ананаса буду вырезать из китайского фоамирана. Сколько именно листов вам понадобится, сказать не могу, так как использовала остатки от других поделок. Ссылка на шаблон для вырезания будет в описании под этим видео. Я вырезала 9 маленьких, 12 средних и 6 больших листиков. Теперь прикладываю заготовки к разогретому на максимальной мощности утюгу на несколько секунд. У листьев немножко вытягиваю верхушки. Кстати, часть листьев я решила не обрабатывать на утюге, а оставить прямыми. Количество листов выбирайте на свое усмотрение, в зависимости от того, насколько пышную хотите верхушку. А чешуек сразу вырезайте очень-очень много. Перед покраской фоамиран лучше загрунтовать, так как он имеет очень пористую структуру и быстро впитывает краску, из-за чего она ложится не очень ровным слоем. Если вы будете использовать краску в баллончике, то проще будет загрунтовать уже после приклеивания чешуек. У меня нет специального грунта, поэтому буду использовать акриловый лак и добавлю в него немного бронзовой золотистой краски. Наносить буду в 2 слоя, причем чешуйки грунтую только с выпуклой стороны, а листья с обеих сторон. Теперь все листья крашу бронзовой краской в 2 слоя. И после полного высыхания краски приступаем к сборке верхушки. Я буду чередовать прямые и обработанные на утюге листья. Начинаю с самых длинных листьев. Первые 3 листа складываю гармошкой и склеиваю их между собой. Фиксирую толстой ниткой у основания, чтобы они плотнее прилегали друг к другу. Следующий ряд – листья, обработанные на утюге. Приклеиваю их в шахматном порядке. Сейчас верхушка как раз подходит по диаметру к горлышку. Теперь приклеиваю листья среднего размера. Каждый следующий ряд приклеиваю немного ниже предыдущего. Также располагаю листья в шахматном порядке. Таким образом оклеиваю все горлышко. И предпоследний ряд самых коротких листов фиксирую ниткой, чтобы все плотно держалось. Последний ряд листов клею на том же уровне.
Теперь приклеиваем чешуйки нашему ананасу. Приклеиваю так, чтобы остренький край немного заходил на сами листья. Первый ряд клею рядом друг с другом и вклеиваю чешуйки между ними на том же уровне. А все остальные ряды располагаю в шахматном порядке. Острый край должен попадать между двух чешуек предыдущего ряда. Мне, конечно же, не хватило вырезанного количества и пришлось дорезать. Но я решила загрунтовать их уже после приклеивания. Думаю, разница сильно не будет видна. Покрываю еще одним слоем грунтовки, чтобы хорошо прокрасить стыки. Мне так понравился его цвет, что решила покрыть им и внутреннюю часть шкатулки, хотя изначально хотела покрыть ее просто прозрачным лаком. Буду делать градиенты из 3 оттенков, которые, на мой взгляд, отлично между собой сочетаются. От бронзового к медному и красному перламутру. Крашу не четко по рядам, а немного растягиваю цвет, чтобы получился более плавный переход. Бортик и донышко крашу в цвет нижнего яруса. Надеюсь, вам понравился мой бюджетный вариант изготовления стильной шкатулки. Совсем скоро вас ждет еще один мастер-класс по изготовлению шкатулки ананаса из материалов, которые точно найдутся у вас дома. Поэтому я советую вам подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.